Всем привет! Что для Азии рис, то для нас картошечка. Как ни странно, картофель завоевывал свое место на нашем столе больше 100 лет. Просто раньше не было ютуба, чтобы рассказать, что нужно есть клубни, а не плоды. И не было тандема, чтобы поделиться проверенными рецептами. Итак, начнем с самого простого. Отвариваем 500 граммов картофеля в кожуре. Пока он готовится, сделаем соус. Натираем 120 граммов плавленного сыра. Чтобы его было легче измельчить, на 20 минут кладем в морозилку. Теперь отмеряем полстакана молока и 3 столовые ложки сливок жирностью 20%. Объединяем их с плавленным сыром и добавляем 1 столовую ложку растительного масла. Перемешиваем и ставим на водяную баню. Когда кусочки сыра расплавились, соус снимаем с огня, солим и перчим. Берем лимон, разрезаем его пополам и выдавливаем 2 столовые ложки сока. Внешне такой соус напоминает зернистый творог. Теперь нарезаем лучок полукольцами. Вы иногда спрашиваете, какими ножами мы пользуемся. У нас их много, мои любимые это Самура. Чтобы не переплатить, выгоднее всего цены штудировать через e-каталог. Итак, выбираем свой регион, вбиваем название, указываем производителя, отмечаем назначение, длину лезвия, материал лезвия, материал ручки и нажимаем «Показать». Выбираем, где его выгоднее купить. В e-каталоге есть шикарная функция сравнения товаров. Также можно почитать отзывы и посмотреть фото. Вы заметили нашу новую плитку для съемок? Мы также ее штудировали через e-каталог. Я так рада! Она нам пригодится еще на даче у мамы. Ссылку оставляем внизу. Теперь лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Чистим картофель и нарезаем кружочками. Выкладываем сначала картошку, затем лук и заливаем соусом. Ставим в разогретую духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Вкус картофеля получился пикантным и изысканным. Единственная поправка – количество соуса рекомендуем увеличить вдвое и заливать его на каждый слой картофеля. Этот же рецепт мы сделаем немного в другой интерпретации. Из соуса исключаем полностью сок лимона. Каждый слой картофеля перекладываем жареным луком и заливаем соусом. Ложкой поддеваем картофель, равномерно распределяя соус. Отправляем в духовку на 20 минут и на выходе получаем совершенно другой вкус. Он больше понравится мужчинам. Картофель здесь очень сытный, больше пропитан соусом и вкусно пахнет луком. А микрозелень, в данном случае ростки лука, усилит вкус блюда. Хорошей погоды и парующей картошечки достаточно для счастья. Для второго рецепта берем 3 крупных картофелины и обрезаем верхушки, стараясь сделать их одинаковыми по размеру. Сначала делаем надрезы ножом, а затем середину выскабливаем ложкой. Неровные остатки картофеля используем для третьего блюда. Теперь смазываем овощи растительным маслом, посыпаем солью и натираем. Так у нас получится красивая корочка. Смазываем противень маслом, ставим картофель и запекаем его в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. Все зависит от размера картошки. Для начинки очищаем от кожуры оставшиеся верхушки картофеля и нарезаем их кубиками. Взбрызгиваем растительным маслом, солим и трем друг об друга. На 20 минут отправляем в духовку при температуре 180 градусов. Затем берем 1 красный болгарский перец, убираем семена и перепонки, нарезаем его кубиками и поджариваем. Аналогично действуем с луком. Теперь квадратами нарезаем 70 грамм голландского сыра. Итак, начинка готова, кубики картошки запеклись. Теперь можем все соединить. Солим, перчим, перемешиваем
и фаршируем картофель. Далее выпекаем еще 20 минут при температуре 180 градусов. Ароматная картошка уже готова к подаче. Но если у вас в холодильнике есть пармезан, то обязательно натрите. Говорят, что именно пармезан подтолкнул ученых на идею о том, что есть пятый вкус умами. Он придаст картофелю оттенок орехов и фруктов. А если есть бекон, то обязательно поджарьте, скрутите его в ролл и украсьте им блюдо вместе с базиликом. Давайте разрежем и посмотрим, что у нас получилось внутри. Такое красивое блюдо может украсить любой праздничный стол. Картофель родом из Южной Америки. А как вам идея новой рубрики? 3 лучших блюда любой страны, например, из Перу. Андрей же настаивает на том, чтобы снять вторую серию рецептов из страусиных яиц. У меня раздвоение личности. Ребята, помогите определиться. 50 тысяч лайков и много комментариев «Страусиные яйца» или новая рубрика решат эту дилемму. А мы продолжаем. С небольшими дополнениями повторим отличный рецепт Гордона Рамзи «Картофельные ньокки». Нам понадобится запеченный или отварной картофель, 2 штуки. Разминаем его до однородной массы. Если есть, добавляем 50 грамм сыра рикотты или творога. Солим, перчим и добавляем 90 грамм пшеничной просеянной муки. Опросеиваем муку для того, чтобы тесто напиталось кислородом и получилось более воздушным. Разбиваем яйцо, слегка его размешиваем и добавляем к общей массе. Сначала замешиваем тесто в тарелке, а затем выкладываем его на стол. Срезаем пучок укропа и мелко шинкуем его в тесто. Посыпаем стол мукой и продолжаем мешать, пока не сформируется гладкое тесто. Следите за тем, чтобы оно не было слишком плотным, потому что потеряется воздушная текстура при варке. Формируем колбаску толщиной приблизительно 1,5 см. Теперь разрезаем ее на кусочки с помощью ножа. Если нож начинает липнуть к тесту, окуните его в муку. Переворачиваем их, посыпаем мукой и делаем пальцами выемку. Выкладываем ленивые вареники на поднос и в большой кастрюле в кипящей подсоленной воде варим около 1,5-2 минут на среднем огне. Когда ньокки всплыли, вытягиваем их шумовкой и даем некоторое время стечь в воде. В принципе, блюдо уже готово, но для большей смачности идем дальше. В сковородку добавляем немного растительного масла и обжариваем ньокки в течение 1-2 минут с каждой стороны до получения приятного золотистого цвета. Затем добавляем размороженный зеленый горошек с кусочками сливочного масла, лимонную цедру и томим все несколько минут, иногда помешивая. Картофельные ньокки будем подавать с греческим соусом дзадзики. В первую очередь натираем 1-2 молодых огурчика. Сливаем лишний сок. Можно смело добавить 5 зубчиков чеснока. А можно даже 7. Добавляем 5 столовых ложек несладкого йогурта или сметаны, 1 столовую ложку растительного масла, выдавливаем сок лимона, 1 столовую ложку, добавляем щепотку соли и перемешиваем. Теперь выкладываем ньокки на блюдо и подаем с соусом. Если вам чудо-соус дзадзики придется по вкусу, вы можете сочетать его с рыбой, креветками. И даже с картошкой фри он всегда будет уместен. Ем и думаю, ленивые вареники из творога я делала, почему же ленивые вареники из картошки я раньше не додумалась приготовить? Они простые, бюджетные и вместе с соусом дзадзики просто невероятные. Наверняка у каждого из вас дома есть картошка. Попробуйте приготовить одно из этих блюд, а можно даже все 3. Потому что рецепты очень легкие. И уверяем вас, они настолько вкусные, что смогут занять достойное место на вашем столе.
Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!